Рано утром 20 сентября 2016 года в станице Незлобное Ставропольского края вооруженные правоохранители в масках вторглись в богослужебное здание свидетелей Иеговы. Из них вышли люди в черных масках, перепрыгнув через забор, сломали замок на воротах, загнали машину на территорию и начали срезать болгаркой входную дверь. Срезали петли и ворвались в здание. Когда меня увидели, то сказали: руки из карманов и выйти на улицу. На записях с камер наблюдения видно, что сотрудники рассредоточились по разным помещениям. Несколько человек вошли в зал на первом этаже, и двое из них в присутствии своих коллег достали из-под одежды запрещенную литературу и положили ее в стоящий рядом стол. В нашем богослужебном здании регулярно проводится проверка на наличие посторонних предметов и запрещенной литературы. Накануне такая проверка проводилась, как обычно. В частности, вот в этом столе ничего не было, он был пустым. Но на записи с камер видеонаблюдения четко видно, как сотрудники якобы изымают запрещенную литературу с этой части стола, в то время как остальные полки остаются пустыми. Помимо прочего, правоохранители изымали аудио и видеоаппаратуру. Когда в богослужебное здание прибыл представитель собственника, сотрудники правоохранительных органов не позволили ему участвовать в обыске. Ответственный за это мероприятие, за обыск, не представился мне, кто он, не дал мне ознакомиться с постановлением. Более того, когда я попросил его предоставить мне копию постановления, он в грубой форме потребовал, чтобы я покинул здание. И мне пришлось это сделать. Эти действия были произведены с многочисленными нарушениями закона. Например, постановление об обыске никому не предъявлялось, хотя в здании были люди. В связи с этим вторжение изначально было незаконным. Им даже не предложили открыть дверь добровольно. Вместо этого сразу же были применены специальные средства. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов превысили свои должностные полномочия тем, что удалили с места проведения обыска представителя собственника здания. В это же самое время был проведен еще один обыск в доме Павла Пузырева, председателя местной религиозной организации свидетелей Иеговы в станице Незлобное. Верующие полагают, что произошедшее свидетельствует о намерении властей запретить их местную религиозную организацию . История повторяется. Только сейчас, в 2016 году, даже если у тебя нет ничего запрещенного, тебе это просто могут подбросить. Мы столкнулись уже с не менее чем 60 подбросами и фальсификациями. И в большинстве случаев верующие вынуждены лишь беспомощно разводить руками. Однако случай, как в станице Незлобной, когда подброс фиксируется на камеру, доказывает очень печальную истину. Подбросы совершают те, кто сами должны охранять закон и право. Это их совесть. Это их ответственность перед Богом и людьми.